В этом выпуске очень странная история с травмой Трусовой. Что думают иностранцы о смене программ у Косторной? Елизавета Туктамышева и Алена Косторная проиграют Алисе Лью на этапе Гран-при в Канаде. А теперь все эти новости по порядку. Мутная история с травмой Трусовой. В перелом фигуристки не верит даже Тарасова. Травма, с которой Саша выиграла этап Гран-при в США, оказалась очень серьезной. С таким диагнозом реально ли вообще прыгать четверные? Грань между подвигом и безумством зачастую очень тонка. В случае с выступлением Александры Трусовой на этапе Гран-при в США ею стало уточнение диагноза. Одно дело кататься с какой-то абстрактной травмой ноги, и совсем другое – с переломом. Постепенно тема с подвигом и преодолением переросла в очень мутную историю с травмой Трусовой. Тренерский штаб привычно отмалчивается, а по интернету ходят различные слухи о характере повреждения русской ракеты. И даже в точный диагноз готовы поверить далеко не все. Многие сомневаются, что с такой травмой вообще реально прыгать четверные. Победу Трусовой в США посчитали подвигом. На этапе Гран-при в США Александра Трусова заставила за себя изрядно поволноваться. В Лас-Вегас фигуристка приехала с травмой ноги. Ни о каких 5 четверных и обновлении мировых рекордов речи идти не могло. Тут бы не сняться. На тренировках дела у Саши шли откровенно плохо. Четверные не давались, а приземления после тройных прыжков выглядели крайне болезненно. Судьба выступления Трусовой на Гран-при решалась до последнего, и вряд ли кто-то бы осмелился упрекнуть спортсменку в случае отказа от участия в турнире. У меня было два варианта – сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать, рассказывала ученица Тутберидзе. В короткой программе Саша и виду не подала, что с ее ногой что-то не так. Все элементы были исполнены на высшем уровне. А программа Фрида подчеркнула прогресс в катании повзрослевшей Трусовой. Даже с травмой и контентом из тройных прыжков Саша оказалась сильнее своих конкуренток и установила личный рекорд. Главным показателем неоптимального состояния Трусовой стал контент на произвольную программу. Вместо 5 четверных она заявила лишь 1, зато впервые с декабря 2020-го обошлась без падений в соревновательном прокате произвольной. Если бы не извечное стремление Трусовой к максимализму, никто бы и не догадался, что у нее повреждения. Ученица Тутберидзе показала сильный прокат и оставила соперниц далеко позади. Трусова выступала в США с переломом. Тарасова не верит. О подробностях травмы Саша и ее тренеры говорить отказывались. Фигуристка лишь отметила, что немного отдохнет и будет готовиться к ноябрьскому старту в Японии. Однако через несколько дней после американского этапа Гран-при история с травмой получила продолжение. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, диагноз Трусовой – стрессовый перелом одной из костей стопы. Однако некоторые усомнились в том, что фигуристка вообще могла выйти на лед с таким повреждением. Мол, обычные люди даже ходить не могут при таком диагнозе, не то что крутить многооборотные прыжки. Даже опытная и все повидавшая на своем тренерском веку Татьяна Тарасова и то не поверила в перелом Трусовой. Это все вранье, это все ваши идиотские домыслы. С переломом нельзя прыгать четверной лупс. Понимаете? Он не получится, сказала Тарасова. Чем чреват стрессовый перелом для Трусовой? Столь резкая реакция Татьяны Анатольевны может быть обусловлена тем, что изначально в интернете обсуждали просто перелом, а не стрессовый перелом. Характер этих повреждений кардинально различается. При травматичном переломе прыгать квадро действительно невозможно. При усталостном же боль выражена не так сильно, так что фигуристка вполне могла выступать в Лас-Вегасе с подобной травмой. Фигуристка готова рисковать даже ради не самых значительных соревнований. Главное, чтобы это ей не аукнулось в будущем. Для полной реабилитации после стрессового перелома рекомендуется сделать операцию. Восстановление после нее может занять 2-3 месяца. Если же к помощи хирургов не прибегнуть, то велика вероятность рецидива.
Остается надеяться, что Саша и ее тренерский штаб грамотно разберутся в вопросе и смогут полностью восстановить спортсменку. А мутная история с травмой Трусовой останется лишь неприятным эпизодом на старте блестящего и успешного сезона. Иностранцы о смене программ у Косторной. Надеемся, в этом сезоне Алена делает это в первый и последний раз. Во вторник, 26 октября, появились интересные новости в мире фигурного катания. Серьезные изменения произошли у российской фигуристки Алены Косторной. Она решила поменять обе программы в текущем сезоне. Теперь 18-летняя фигуристка будет исполнять короткую программу под композицию «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Фрэнка Синатры. Музыкальным сопровождением произвольной программы станет композиция «Lovely» Билли Айлиш. Ранее Алена Косторная каталась под произведение «Зима» Антонио Вивальди. На престижном турнире «Финляндия Трофи» Косторная заняла 3-е место, пропустив вперед своих соотечественниц Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву. С новыми программами она выступит уже на этой неделе. Косторная примет участие в этапе серии Гран-при в Канаде. Соревнования пройдут в Ванкувере с 29 по 31 октября. Иностранные поклонники прекрасного вида спорта высказали свое мнение о смене программ у российской фигуристки. Видно, что многие из них рассчитывают на то, что Алена Косторная будет показывать более хорошие результаты с программой «Lovely». Важнейшим условием этого они считают возвращение тройного акселя. Ух ты! Я уверена, что она снова выступит с ярким выступлением и отличной программой. Я любил Вивальди. Но Алена заслуживает того, во что вложит энергию. Надеюсь, это первый и последний раз, когда Алена меняет свои программы в этом сезоне. А я надеюсь, что она все же сделает еще одно изменение короткой программы. А именно вернет уход. Если Алена вернет программу «Уход» или ноябрьскую программу, у нее будет больше шансов подняться на пьедестал. Это почти гарантированно, особенно если она готова вернуть свой тройной аксель. Анна Щербакова все еще приходит в себя, Александра Трусова травмирована, Алена Косторная по ходу сезона меняет программы. Черт возьми, этих дам заставляют работать до изнеможения. Грустно наблюдать, что программа «Зима» не нашла своего продолжения, но я думаю, что это было необходимо. На данный момент я надеюсь, что все это сработает, и я буду молиться, что Алена сможет исполнить свой тройной аксель. О, слава богу, ненавидел обе эти программы и больше любил программу «Lovely». Нью-Йорк, Нью-Йорк, с Фрэнком Синатрой тоже должно все пойти хорошо. Уверена, что это будет потрясающая программа. Канадский эксперт ожидает, что Елизавета Туктамышева и Алена Косторная проиграют Алисе Лью на этапе Гран-при. Канадский эксперт Эшер Хилл считает 16-летнюю американскую фигуристку Алису Лью главной фавориткой предстоящего этапа Гран-при в Канаде. Мне бы хотелось сказать, что Косторная победит на Гран-при Канады, но я назову Алису Лью. Ее катание улучшилось очень сильно, на льду она изумительна. Она еще молодая, но уже заявила о себе во весь голос. Алиса Лью планирует пойти на тройной аксель. У нее тот же арсенал, что и у Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. И я ставлю на то, что Алиса одержит победу, заявил Хилл.